Привет, друзья! Сегодня в Германии и Европе обсуждают сразу несколько резонансных новостей. Почему богатым придется платить больше в социальные фонды? Кто из окружения Дональда Трампа хочет получить контроль над немецкими нефтехранилищами? Какие планы строит Тесла в Берлине и почему это важно для всей Европы? Что происходит с долгами Франции и грозит ли Евросоюзу новый финансовый кризис? Почему Бюргергельд в Германии достиг рекордных расходов и как это связано с миграцией? И еще, зависимость Европы от китайских батарей, проблемы немецких школ и учителей, а также новые тенденции в социальной политике. Обо всем этом я расскажу прямо сейчас. Оставайтесь до конца, будет интересно. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и быть в курсе самых важных последних новостей. Итак, министр труда Германии Бербель Бас, Социал-демократическая партия Германии, предложила, внимание, с 2026 года ввести повышенные социальные взносы для высокооплачиваемых граждан. В плане, представленном ее ведомством, указано, что максимальные пороги дохода, с которых начисляется обязательное отчисление, будут увеличены примерно на 400 евро в месяц. В частности, в системе трудовой пенсии порог составит 8450 евро в месяц вместо нынешних 8050 евро. Это означает, что люди с высоким доходом будут платить взносы с большей части зарплаты и, соответственно, иметь больше пенсионных прав. Похожие изменения планируются и в медицинской системе. Например, взносы на страхование здоровья и ухода будут начисляться теперь с дохода до 5812 евро вместо текущих 5512 евро. Кроме того, повысится и предел, при котором можно перейти на частную медицинскую страховку с нынешних 6150 евро до 6450 евро в месяц. Такие изменения, по словам министра, базируются не на произвольных решениях, а на установленной формуле, привязанной к росту заработков за предыдущий год. В 2024, напомню, они выросли на 5,16%. А дальше новость, которая вызывает обеспокоенность у немецких политиков. Недавно стало известно, один из близких к Дональду Трампу американских бизнесменов хочет приобрести около пятой части всех нефтехранилищ в Германии. Речь идет о компании Tankwit, которая управляет большими резервуарами для хранения нефти и относится к числу объектов, имеющих критически важное значение. Некогда государство продавало похожую инфраструктуру за рубеж, но теперь уже заявило, что такая практика – это ошибка. При этом правительство не раскрывает, ведется ли проверка этой сделки, все детали остаются тайной, доступно лишь мало кому в парламентской защите. Крупный американский инвестор, намеревающийся получить контроль над значимой частью немецких нефтехранилищ, вызывает озабоченность у экспертов. Речь ведь идет не просто о бизнесе, а о стратегически важной инфраструктуре. Greenpeace и профильные наблюдатели уже требуют прозрачности. По их мнению, в таких вопросах государство не должно молчать и уклоняться от публичного обсуждения. И это еще не все. Компания Tesla планирует открыть, внимание, новый исследовательско-разработочный центр в Берлине, ориентировочно в 2026 году. Он расположится в районе Köpenick, недалеко от уже действующей фабрики Gigafactory в бывшем промышленном здании площадью 20 тысяч квадратных метров. Текущая реконструкция территории уже начата. На первом этапе сюда переедут около 130 инженеров и техников, работающих в настоящее время на других объектах компании. В перспективе штат центра планируется расширить до 250 человек. Основное направление – это разработка материалов, автомобильного и приводного оборудования, а также инфраструктуры для зарядки и аккумуляторных технологий. Выбор Берлина не случайен. Город предоставляет доступ к университетским кадрам, научным партнерствам, а также развитой энергетической и транспортной инфраструктуре. Среди местных политиков проект назвали знаковым и перспективным для региона. А дальше новость о возможных финансовых рисках в Евросоюзе. Во Франции наблюдается масштабный финансовый вызов. Государственный долг уже превысил, внимание, 113% от валового внутреннего продукта. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. Без четкого плана по снижению дефицита и долга страна рискует столкнуться с вмешательством Международного валютного фонда МВФ. Такую тревожную перспективу допускает финансовый министр Эрик Ломбард. Правительство премьер-министра Франсуа Байру подало план экономии на сумму около 44 миллиардов евро. Речь идет о резком сокращении расходов и повышении налогов. В числе предложенных отмена 2 государственных праздников и заморозка индексации пенсий. Однако политическая ситуация далека от спокойной. Байру может столкнуться с вотумом недоверия.
Его правительство в статусе меньшинства рискует сейчас потерять поддержку, поскольку большинство парламентских партий уже выступают против его бюджетной повестки. В результате рынок реагирует нервозно, растут доходности по десятилетним облигациям и расширяется премия за риск по сравнению с более устойчивыми аналогами в Европе. Если реформы не будут приняты и политическая нестабильность сохранится, Франция может столкнуться с долгосрочными финансовыми трудностями. В таком случае место экономических реформ могут занять экстренные финансовые меры. Еще новость с аналитикой по социальным пособиям в Германии. В 2024 году выплаты по пособию «Гражданский доход» Bürgergeld в Германии достиг нового рекорда – почти 47 миллиардов евро, что на 4 миллиарда больше, чем в предыдущем году. Эти данные приводят ответ Федерального министерства труда на запрос парламентской фракции. Общее количество получателей составило, внимание, около 5,5 миллионов человек, из них почти 4 миллиона – это трудоспособные взрослые, способные работать хотя бы 3 часа в день. Расходы почти поровну распределились между гражданами и теми, у кого нет немецкого гражданства – 52,6% на немцев и 47,4% на иностранцев. Среди последних сотни тысяч беженцев, в том числе значительная часть из Украины. Они получили примерно 6,3 миллиарда евро, а люди из 8 основных стран происхождения просителей около 7,4 миллиарда евро. Эксперты объясняют рост расходов не каким-то там политическим дизайном, а экономическими реалиями. В 2023-2024 годах значительно повысилась базовая ставка выплат, чтобы компенсировать инфляцию. А в этом году повышения не было. И тоже для 2026 года не ожидается. К тому же число трудоспособных получателей Bürgergeld снижается с осени 2024 года. Это уже признак позитивной тенденции, считают специалисты. Один из них отметил, цитата, «пособие должно восприниматься не как проблема, а как средство для возвращения в трудовую активность. Инвестиции сегодня в обучение и поддержку – это завтра сэкономленные миллиарды». А теперь давайте посмотрим на автомобильную отрасль Германии. Европа испытывает все большую зависимость от батарей для электромобилей, производимых именно в Китае и других азиатских странах. Об этом предупреждает консалтинговая компания Deloitte. По ее оценке, в 2024 году только 13% всех батарей во всем мире были изготовлены в Европе, и почти все они, 97%, выпускались в филиалах китайских и южнокорейских компаний. Остальные 70% производилось в Китае. Deloitte прогнозирует, что объем продаж батарей для электромобилей в Европе к 2030 году может вырасти с текущих 16 миллиардов евро до 54 миллиардов. Но без существенного наращивания собственных производственных мощностей Европе угрожает сохранение зависимости от азиатских поставщиков. Компания предупреждает, если не будет серьезного наращивания европейского производства, то технологическая независимость и безопасность поставок окажутся под вопросом. Для того, чтобы играть значимую роль на мировом рынке, Европе необходимо довести свою долю производства батареек до как минимум 40%. Последствия могут быть значительными. Deloitte упоминает ситуацию регионального монопольного доминирования азиатских производителей. В худшем сценарии европейские автопроизводители могут лишиться доступа к современным батарейным технологиям. Многие европейские проекты по строительству гигафабрик не реализованы или отложены. Примером называется банкротство компании Northvolt, которая планировала крупный завод в Шлезвиг-Гольштейне. Deloitte рекомендует, для переориентации Европы необходима скоординированная промышленная политика, большие инвестиции и усилия в сфере разработки новых поколений батарей. И еще интересная новость в Германии. В Нижней Саксонии почти каждый второй учитель работает не полный рабочий день. По данным Министерства образования, из около 77 тысяч штатных педагогов примерно 33 100 трудятся в режиме неполного рабочего времени. Это около 43%. Из них около 28 400 учителей работают как минимум половину ставки, а еще примерно 4700 менее половины. Этот тренд набирает силу уже несколько лет. Еще в 2014-2015 учебном году процент неполной занятости среди педагогов составлял лишь 37%. В прошлом году он вырос до 42,7%, а теперь достиг уже 43,1%. В связи с этим растет обеспокоенность. При нехватке преподавателей в школах многие выступают за то, чтобы части учителей увеличили нагрузку. Само министерство подчеркивает, что работа неполный день дает возможность совмещать профессии и семейную жизнь, особенно в молодых семьях. Также это касается ухода за родиной
родственниками и подходящих вариантов для педагогов старшего возраста. Вместо принуждения к полному расписанию государство делает упор на убеждения и отдельные консультации с администрацией школы. Речь идет о том, чтобы поощрять добровольное увеличение часов, а не вводить обязательства. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.